Всем привет, с вами Бэт Солдат. Сегодня мы продолжаем строительство нашей мега-деревни. По комментариям вашим я узнал очень много интересных вещей. Оказывается, во-первых, в сельхозрайон у нас, я и правда был очень невнимательный, и оказывается, что в сельхозрайонах по-разному это все котирует. Сейчас я вам покажу щитушку. Вспомнили. Вот. Короче, смотрите, тут оказывается, правда написано, что животноводческая ферма производит скот, и можно размещать ее где угодно. То есть нам не обязательно, чтобы там была хорошая почва. А, да, иногда читать все-таки полезно, как указал товарищ в комментариях. Да, вот зерновая, то есть культуры, которые уже остальные фермы требуют, да, для нас плодородной земли, животноводческая ферма не требует. То есть я предлагаю вообще заменить, сейчас я буду делать, наверное, промотаю, там побыду, заменю все животноводческие фермы тут на фермы зерновой растительности. Да, и еще, кстати, я тут прочитал потом, лесодобывающими можем тоже день бахнуть, но самое главное, что, оказывается, камень нам тоже не требует, чтобы он находился именно на рудниках, то есть на источниках. То есть камень мы вообще где угодно можем поставить, так же, как и эту животноводческую ферму. Предлагаю этим воспользоваться в будущем для буста нашей экономики как-то, ну, на начальных этапах. Выделим определенную зону, даже, к примеру, вот здесь мы это можем сделать. Выделить целую зону, и пусть здесь они разрывают, копают землю и прочее, прочее, прочее. Потом мне еще про мусорные полигоны подсказали, что, оказывается, я все делаю неправильно, как обычно. Вот, но насчет мусора, да, я обещал человеку, как обещал, просто написал, что до следующей серии я покажу свой старый город, который я делал, и что у меня там вообще по производству. Итак, всех приветствую снова. Вот мой город, погрязший в грехе и мусоре. Как вы видите, да, то есть население у меня уже за 110 тысяч, прибыль 24 тысячи в час, но у меня все в мусоре, то есть у меня есть мусорные полигоны прокачанные, там вот раз, два, там вот третий, вот он, мусоросжигательный завод, перерабатывающий завод, вот еще один мусоросжигательный, вот центр утилизации, вот водоочистная станция, это не то. Вот, еще один по переработке, еще один утилизация, и еще один утилизация. И, блин, у меня все равно город весь в мусоре. Даже по машинам, то есть я где-то было в гараже, я прокачивал. Тут. Так, и где она у меня это все? Персонал, видите, запомнил, почему-то все склады переполнены. То есть не то, что там машины не ездят, не собирают, а все склады почему-то у меня переполнены. То есть, это нереально просто, я не знаю, вроде должно как-то перерабатываться, но оно уже долгое время я хожу, и оно не перерабатывает. Это я мусоросжигатель много построил, но его еще не вспомнил дополнить. Вот это я построил недавно, и все, они переполнены моментально буквально. То есть, хотя у меня в городе-то не так много. Вот, то есть у меня промышленная зона с офисами, вот тут промзона, здесь промзона, вот здесь жилая зона. Большая ее часть, это метрополитен, трамваи, тут еще промзона. И оно все заполнено, переполнено. Видите, все в мусоре, скопился мусор, и его не вывозят, потому что переполнены непосредственно сами мусорки, с центрами утилизации. Что с этим делать, как бороться, я не понимаю. Честно, я смотрел, думал, может, как-то можно его вывозить. И этого тоже нигде нет. Типа, пробки у меня иногда бывают, и то вот видите, сейчас их нигде почти нет. Сейчас найдем где-нибудь пробку. Вот. Обычно у меня вот здесь вот бывает, как раз, где я с мусором, со всех в промзону, которая утилизирует мусор, как раз вот сюда вот выезжает машина, бывает здесь пробка. Вот и то сейчас нету здесь, видите? Пробок нет, а мусор вот завален, хотя вот тебе центр утилизации, вот мусор. И что происходит, я честно не понимаю. Если вы мне сможете подсказать, как с этим бороться, я вам буду премного благодарен. Да, этот я просто город оставил так чисто для себя, поэкспериментировать, посмотреть, что вообще, где как что строится. То есть он с берегами экспериментировал, строил корабли, то есть причал и так далее, все маршруты прокладывал, смотрел, как изначально что делается. Вот, с развязками там вот экспериментировал, какие лучше для чего подходят, куда уходят. Кстати, очень интересная вещь, вот с вторым этажом, грубо говоря, трассы. Да, под нехером образовалась пробка. Почему здесь пробка, интересно? Наверное, из-за вот этого переезда, то, что они ставят пробки на светофоре, ждут долго. Ладно, с этим мы потом разберемся. Вот так, видите, тут тоже мини-городок получилось построить, но опять же он тоже погряз. Фу-фу-фу. Ой, я это не исправил. Да, у меня тут еще проблема с парковкой, но это наименее, знаешь, это она меняется, просто переставив парковку.
Так, ну, давайте вернемся обратно. Итак, после небольшой экскурсии по моему старому замусоренному городу, погрязшему в грехе, мы возвращаемся снова к нашей милой деревне. Итак, мы закончили на том, что начали строить деревню в горах. Да, еще узнали про то, что, оказывается, животноводческие фермы можно строить в разных местах, а не обязательно на... как это? Сейчас, момент. А не только на плодородной почве. Бывает, забывают. Вот, поэтому мы сейчас поменяем зерновые фермы, точнее, животноводческие на зерновые, а животноводческие построим отдельно, там, где у нас нет ресурса, чтобы не занимать лишнее. Кстати, может, вот здесь вот и бахнем, чтобы они же все равно, вроде бы, если не ошибаюсь, не загрязняются, да, ничего? Вроде да, да. Там максимум шума немного издают, а так они ничего не загрязняют. Хотя странно, кстати, по факту должны загрязнять, но не загрязняют. Ну, мы не будем расстраиваться. Не загрязняют и не загрязняют. И хай с ними. Так, сейчас я тогда быстро... блин, она обновилась, даже жалко ее сносить. Ну, что поделать. Сейчас в быстром темпе тогда мы все перестроим. Для меня там это займет время, для вас это 5 секунд. Так что, ну, момент. Итак, всем снова привет. Где-то у нас там пожар далеко. Так, смотрим, что у нас тут выходит. Мы поменяли быстренько. Животное... ешкин кот. Я тут немножко... чего-то. Вот, все, нормально. Так, животноводческие фермы поменяли на обычные фермы из злаковых культур. Сейчас, да, я вот думал, здесь где-нибудь каменоломня, а вот здесь еще животноводческих ферм бахнуть. Типа вдоль прям. Мне кажется, мешать они сильно не будут. Ну, одну-две где-то поместится. Потому что здесь мы все равно ничего не будем застраивать, чтобы не жилую, ну, как-то разделить, чтобы жилую зону и промзону. Кто-то скажет, что поля обычные рядом с промзоной не делают, поверьте, делают. Так что, если что, у нас это будет на продажу. Так, сразу что-то появилось на ней. Там. Так, еще мы что можем сделать? В принципе, ну, слушайте, у нас же деревня, правильно, деревня. Вот у нас даже начали появляться запросы на малую плотность, а то уже давно не было. Вот самое странное, да, блин, в другом городе строил эту малую плотность, не все хотели большую, точнее наоборот. Так, я думаю, нам надо все-таки пожарку бахнуть. У нас, конечно, денежек мало. Подождите, а я пожарную часть строил уже, да? Да, строил. Но нам нужна именно вот эта башня, я думаю. Чтобы, типа, он мог за пожарами следить. 11 тысяч в месяц. Так. Место для пожарных машин нам пока не надо. Этот пожаришка бы как бы до нас не добрался. Надо будет прокачать, наверное, все-таки. Антиданные возьмем. На всякий случай. Девушки позволят тестить природу, тем самым сокращая вероятность лесных пожаров. Да, давайте ее, а то что-то слишком часто тут лесные пожары бывают. Да, вот здесь вот ее добахнем, наверное. Вот все. Так вот. Пока что одну. 310. Так, продолжим. Так, хотел я здесь построить каменоломню. Так, но нам требуется промышленность и уже офисы тоже требуются малой плотности. Их мы, наверное, и сделаем. Я думаю. Да, давайте, наверное, продолжим здесь застраивать небольшой промкой. Наверное, такую дорогу сделать, да? Так, да, мы строим немного в таком беспорядке. Да, нам понадобится парковка, а у нас их еще нету, потому что я ее не открыл. Так, момент, сейчас мы откроем парковочки. Наверное, дорожные службы тоже сразу улучшим. Давайте, да, парковку бабахнем. Я думаю, вот такую пойдет пока что. Ну да, бахнем ее. Давайте, может быть, где-нибудь посередке. Я боюсь, опять пробки будут из-за того, что ее посередине, если бахнуть. Давайте лучше, наверное,
Блин, а где её поставить-то лучше всего? Да, наверное, на окраине, ведь вот как раз перед офисами этими всеми. Тут понятно. Вот сюда, на окраине. Пущай будет здесь. Так, подставим. Кстати, там мне еще товарищ сказал, что можно им налоги повысить, и вообще по барабану они всегда будут возмущаться. Ну, давайте, может, так и сделаем, что. Все-таки пока только развиваемся, так что нам можно, я думаю. Вот. Высокая арендная плата, говорит. Опа. Тут нужно электричество. Сейчас проведем. Без проблем. Заработал теперь тут. Смотри, тут уж сколько всякой техники появилось. Это типа рабочий городок такой. Тут живет нормально, счастливы все. Я, кстати, думаю, то, что можно тоже вдоль горном понастроить такую горную деревню, но не вот так, как я тут набаламутил, а одной дорогой такой, типа обходной во все разные стороны. Сейчас попробуем такое сделать, конечно, если у нас получится. Высокий уровень преступности, говорит. Так, мы районы можем закрыть, где у нас Блэквуд? Нет, пока ничего не можем. Где у нас закрытый район был? Это нужно достичь шумного городка, я понял. Что у нас? Дорожные знаки есть, депо дорожной службы. Ну, пока у нас не сильно много дорог, но нам даже не нужна. Давайте лучше, наверное... Не знаю, вот здесь, смотрите, у нас только вот здесь вот не хватает людей. По факту. Ну, можем вообще здесь отдельно сделать им. Давайте так и сделаем, что нет-то. Сейчас сельская дорога тут будут жить сельчане. Вот так вот у нас чисто одной дорогой. Так, выбираем американские. И вот так вот. И нормально будут как раз жить те, кто работает на этих фермах. Давайте на всякий случай еще одну дорогу сделаем. Ничего себе, он быстро выстраивается. Сорян. Ведь снесем вам доступ к автомобилю. Странно. Вот такая деревушка будет своеобразная. Кстати, потом можно будет, да, дамбу, наверное, поставить. Где у нас гор? Да. Типа идет в гор здесь и туда, наверное. Где-нибудь потом вот здесь можно поставить дамбу как раз. Вот именно для этого места. Или вот здесь. Ведь она как раз вот здесь вот будет затопит, я так думаю. Ну, по логике вещей. Вот, проверим, короче, позже. У нас будет это все технологии и прочее. Пока мы тут пытаемся строиться и развиваться. Так, я думаю, автобусы, может быть, лучше такси. Потому что от автобусов как-то мало пользы вообще. А на такси его не всегда хватает денег. Я думаю, можно, да, такси построить. Вон все равно они из других городов приезжают. Мы бахнем свою такси. Давайте его где-нибудь. Вот здесь, оно вроде, что у нас? Шум. Даже низкая шумоизоляция, то есть не сильно даже оно шуметь-то будет. Так что можем, в принципе, вот сюда. Пару домов снесется. Конечно, нехорошо. Давайте, может, напротив кладбища. Тоже так очень. Куда тебе бахнуть-то? Давай сюда, наверное, по зоны. Да. Куда-нибудь. Вот. На отдельную улицу будешь выходить. Отлично. Как раз и мешаться не будешь. Типа и ты будешь спокойно выезжать, я думаю. Так, остановок такси. Бахнем куда-нибудь сюда. Вот сюда, да, побольше для дорога. Так. Здесь где-нибудь. Вот, нормально. Здесь где-нибудь у автобуса, этого, как у школы, где-нибудь здесь и вот здесь, естественно, тоже. Вот так вот. Стоп. В самом нашем главном месте забыл бахнуть. Кстати, надо будет еще все настроить, чтобы оно хоть более-менее функционировало нормально. Вот. Так. Сейчас прокачаем, наверное, сразу все. Так, диспетчерская. Что такое электротакси, четверть всего такспорта. Зачем? В чем прикол? Типа меньше загрязнения? Ну, ничего страшного, у нас пока это не грозит.
Вот машин я бы добавил, наверное. Я бы, наверное, я добавил. Давайте, да, добавим. Вот здесь вот. Как у нас выглядит это все. Что за машина? Неизвестно. Сквозь ворота проезжают. Даже не узнаю, что это за марка. Какая-то стопроцентная. Ох, выглядело бы все так в реальной жизни, чтобы все под каждое свое помещение, под каждое предприятие. Кстати, мне кажется, в окне вон даже что-то видно. Смотри, правда. Там вот стол какой-то, шкаф, стулья. И тут вон даже, да, ковер какой-то, кресло. Обалдеть. Это прорисовка, товарищи. Тут, ух ты, как у меня помчались сразу все такси. Пробки создавать. Да, видимо, эту дорогу придется мне заменить все-таки. Я еще, наверное, сделал так, что... Да нет, влазит нормально. Давай поменяем. Так вот. А то у меня сейчас тут начнут пробки создаваться. Большие, очень большие пробки. И пешеходку отсюда берем. И светофор, наверное, тоже. Небольшой большой поток у меня машин отсюда. Вот тут дерево заготовка идет. Плохо, неплохо. Ну, сейчас это они разъедутся, просто пробка организовалась чисто для того, чтобы тут встали все. Конкорд. Что тут делают? Хранится код. А, видите, у меня тут чисто настоящая огромная ферма. Все для животноводства. Для хранения зерновых культур. Так, а скоро сюда поедет. Машина скорой помощи едет в пункт назначения. Да, ну, походу, далековато, конечно, ехать. Надо ладно, вроде справляется. Так, что-то у меня тут с кладбищами с этими. Кстати, ой, я могу здесь, наверное, дорогу проложить. Ну, давай посмотрим. Какой-нибудь такой. Ой, вот так вот. Их перекрываем друг друга. Кого-то он там перекрывает. Давайте такой спуск забабахаем, короче, который неровный. Наподобие там, я не знаю, вот так вот, так вот, вот так вот и вот так вот. Будет уходить вот сюда. Отстань. О, отлично. Вообще, превосходно. Такой спуск. Не, нормальный, слушай, смотри. У нас же не должно быть ничего ровно, правильно? Правильно. Так что все хорошо. Вот это, наверное, блин, тоже убрать как-то. Выглядит так себе. Сделаем, наверное. Сейчас. Так, ну что-то такое у нас хаосообразное выходит. Ам, Неплохо. Оно хотя бы не прямое, как все там, все. Вот, мне кажется, самое оно, именно так оно и должно выглядеть. Ам, Как-то так. Никак иначе. Сейчас еще другую построим. Тоже более сделаем. Продуманное, да. Мы обязательно это продумаем. На островах тоже сделаем. Я, кстати, хотел какую-нибудь ферму на островах сделать тут небольшую. У нас, в принципе, вообще вся карта должна быть одной деревней. Так что провод, кстати, начали возмущаться. Высокая арендная плата, говорит. Давайте, да, выкупим еще территории. Я думаю, куда мы будем развиваться-то дальше? Что у нас по ресурсам? По ресурсам. Тут у нас нефть есть. Здесь вот, смотри, пустынная какой. Давайте я хочу вот здесь. Лучше надо попробовать еще вот здесь вот тоже забабацать. Прям чисто вся в деревне в горах была бы. Это было бы интересно посмотреть, как оно вообще строится. Вы, если смотрите, вы предлагаете, что ли? Какие ваши варианты? Я всегда с удовольствием слушаю всех и мотаю на ус, как говорится. О, кстати, вот тоже гора неплохо выглядит. Можно было бы вокруг нее деревню так забабахать. Давайте пока что, пока что, пока что. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Такие сложные выборы. Давайте попробуем вот сюда, короче, сделать. Мне просто... Все. Нет у нас пока что. Пока что нет. Не можем мы пока что купить, да-да. Развиваться на той территории, что есть. Ясно. Ну, значит, так будем и делать. Вот у нас еще есть территория. Вот здесь вот можем потихоньку начинать. Предположим. Здесь у нас полоса пойдет. Так вот. Так.
будет развиваться. Что у нас? Пока у нас все хватает. Смотрите, наша крупная деревня развивается. И это дело хорошее. Можно будет еще вот здесь кусочек бабахнуть. Ферма. Так, вот сколько они нам... Не показывают, сколько они нам приносят. Ну, у нас, смотрите, в плюсе на 2191 в час. Это, в принципе, неплохо для начала. Ой, ешкин кот. Ладно, так, давайте возьмем полицию, а то они что-то разбушевались тут. Да, лучше. Что она не сильно помогает. Смотрю. Так, давайте тоже на главной дороге где-нибудь вот здесь, я не знаю. Будет захватывать? Будет. Ну, какую-то часть захватывает. Хотя и малую, конечно. Ну ладно. Так, блин, пару снесется домов, ничего страшного. Так, и дополнительно сразу уж бахнем 1200. Нормально. В принципе, вот сразу патрульные машины поехали. Вот, ну, кстати, отличаются от американских все-таки. Видите, эти с желтыми какими-то полосками. Американские чисто там бело-синие, либо черные. Слушай, и здания вроде отличаются, нет? Или я просто не замечал раньше? Потом проверим как-нибудь. Кладбище прям замок какой-то. С воротами. Машины, я ж так понимаю, приезжают вообще из другого города, да? Скорее всего, скорее всего. Так, промка. Ага, вон у нас появилась, да, теперь запрос на новые дома. Давайте, наверное, я даже не знаю, разъезд здесь сделать, не сделать. Какой-то небольшой такой. Если поместится еще, кстати, попробуем, возможно, получится нам сделать что-то наподобие такого, может. В 4. Нам тогда придется дать полосы поменять. Блин, надо лучше было, конечно, отсюда вести. Хотя мы еще можем, в принципе, вот так вот сделать, чтобы у нас закруглюка и была. Да, наверное, так и сделаем. Только этот момент я тоже пропущу, чтобы вас не утомлять сильно. Так, ну вот полетели это времечко. Что-то типа этого у нас вышло. Конечно, не самые лучшие инженерные решения, но как-то по-всяко получше выглядит. Ну, по крайней мере, должно не создавать лишних пробок и затруднений для движения, потому что если много перекрестков, перекрестков, ну так, у меня мало перекрестков, чем меньше поворотов, короче, тем меньше пробок по факту. Вот, а теперь давайте построим кольцевую, наверное, съезд с этого, с трассы. Я, конечно, не очень умею это делать, но попробуем, как попробуем. Точнее, сделаем, попробуем сделать, как получится. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Я этот момент тоже промотаю. Ой, так, по логике вещей вроде так должно быть нормально. Хотя, конечно, получилось все криво-косо, но сорян, сорян. Я все-таки не инженер, мостостроитель. Опа, смотри, у нас нехватка трудовых ресурсов. Давайте, может быть, все-таки немного налога взбавим, чтобы они сильно не бушевали. Так, где у нас так? Налог. Вот так вот. Не знаю, все-таки. Тут. Так,